Все, мы видим наш прямоугольник. Что можно здесь сделать? Мы можем с вами либо оставить его так, и начертить еще один прямоугольник размером 1330 и сместить его на 90, либо вытянуть этот прямоугольник до пересечения с этой стеной и потом сделать проемы дверные, как мы это делали для внешних стен с помощью полилинии, и потом соединить. Может быть и так, и так. Ну, давайте сделаем вот так, удлиним и потом сделаем проем. Выделяем наш прямоугольник, за центральную ручку тянем его до пересечения с нашей первой стеной созданной. И вот теперь мы можем узнать длину этой стены. Для этого мы выделяем стену, нажимаем на центральную ручку и переносим до пересечения со стеной, используя при этом зеленые линии отслеживания. Как мы это делаем? Да? Мы курсор указываем на угол со стеной, который нас интересует, пересечение вот с этой, не нажимая левую кнопку мыши, и курсор уводим чуть-чуть в сторону до появления зеленых линий отслеживания. Я вам приближу. Обратите внимание, видите, там под ногтиром есть зеленые линии отслеживания. И после их появления мы нажимаем левую кнопку мыши. И мы видим, да, что у нас пересечение ровное. Теперь вот от этой стены мы можем отложить 470. Мы опять берем центральную ручку, левой кнопкой мыши нажимаем, указываем направление вниз и пишем на клавиатуре 470 Enter. Все, наши две перегородки созданы. Теперь здесь можно сделать проем. Как его можно делать? Полилинией. Кликаем в угол, пишем 1330 Enter. Перпендикуляр Escape. И убираем нашу линию, нашу вершину лишнюю. Теперь вот эту линию мы выделяем, копируем на расстояние 900 Enter. Теперь мы берем ножницы, обрезать команду, и обрезаем ненужные линии. Escape. Теперь мы выделяем наши линии и выбираем команду «Соединить». Кликая теперь на наши стены, мы видим, что они соединены. Нажимаем «Сохранить» на всякий случай, чтобы если AutoCAD вылетит или что-то произойдет, то у нас сохранились наши действия. Теперь я здесь хочу сделать прямоугольник. Мне кажется, это быстрее будет. Прямоугольник. Кликаем в этот угол. Указываем длину. Так, длину можно указать вот эту, да, 1860. В любом случае 1860, кнопка Tab и 160 толщина стены, Enter. Теперь переношу прямоугольник вниз на расстояние 3180, Enter. Вот они, 3180, да? И я знаю, что вот эта стена идет в упор к этой, поэтому выделяю прямоугольник, нажимаю на центральную ручку, просто дотягиваю в упор до
нашей уже ранее созданной стены. Нажимаю Escape. Поэтому мне показалось, здесь прямоугольником быстрее будет. А здесь я создам уже полилинии, потому что здесь нет единого размера. Целый прямоугольник долго слишком делать. Поэтому берем полилинию. Мы знаем, что у нас идет стена от этого угла. Смело проводим перпендикуляр. Уводим курсор влево. Пишем 160 толщина стены. Курсор вниз. Вправо 160. Enter. Вот, поэтому удобнее комбинировать способы. Я вам показала это наглядно. Надеюсь, какой-то из способов вам понравится, и вы будете им пользоваться. Или, опять же таки, несколькими способами. Здесь